Это началось, когда были выкованы великие кольца. В этих кольцах содержалось могущество и воля для того, чтобы править каждый из раз. Но все они были обмануты, ибо было создано еще одно кольцо. Позже то, чего не следовало бы забывать, затерялось. История стала легендой, легенда стала мифом. И 2500 лет о кольце никто ничего не знал. До тех пор, пока волей случая оно не оказалось там, где совершенно не должно было оказаться. Так, я не понял, кто ювелирку разбросал? Еще и не наши работы. Надписи какие-то. Made in China как будто. Так. Откуда у тебя это кольцо, полурослик? Ты не похож на Фродо. Так, следующий, кто не закроет дверь, будет ее заваривать кузнечной сваркой. А на тему полуросликов, дедуль, у нас будет с тобой отдельный разговор. Края тут у вас, значится, странные. Спросил я, значит, где Мордор? А мне один полуэльф с подворотами и говорит: да здесь он, Мордор, и есть. Но давай приступим к делу. Человек ты неплохой, а мастер, говорят, еще лучше. Я тебе колечко на сохранность оставлю, а сам пока своих соберу. А пока мы к походу готовимся, сколько ты нам клинок? Нельзя нам покуда мечи ковать. Мы еще 100 тысяч подписчиков не собрали. Дам я тебе задачку такую, что не придется тебе нарушать свой обет. Всем привет, с вами Кузница Велнда, меня зовут Антон, его по-прежнему зовут Аскель. И сегодня мы решили сделать один очень интересный ножик. Ну как ножик? Скорее можно сказать тесак. Мы будем делать нож Арагорна из кинотрилогии Питера Джексона, снятый по роману Толкиена «Властелин колец». Согласно фильму, муж Галадриэль и по совместительству дедушка Арвен подарил своему будущему внучатому зятю именно этот клинок. В книге такой нож не упоминается. Но, как мы уже говорили в предыдущем нашем фильме по вселенной «Властелина колец», профессор не затруднял себя описанием оружия. Поэтому команда компании Veta Workshop, концепт-дизайнер Джон Хоу и главный кузнец Питер Лайон совершили невозможное, воплотили в жизнь совершенно историческое по отношению к миру Средиземья оружие, не имея практически никаких источников. А мы сегодня будем повторять один из редких экземпляров этого оружия и заодно разберем его личную историю. Так, с формой понятно, нужно определиться с материалом, ведь это эльфийский клинок, нужно что-то изысканное, что-то изящное, что-нибудь грациозное такое, знаешь. Пружина от тепловоза. Да, точно. Начнем с первого и самого важного. Определить марку этой стали мы не можем, но мы знаем список сталей, из которых делаются данные пружины. Чем же хороша данная сталь, которая у нас здесь есть? В первую очередь то, что мы ее можем затермичить на нужную нам твердость. То есть для боевого средневекового оружия это 48-52 единицы, что достаточно для наших целей. А также при данной твердости она будет достаточно эластична и выдерживать необходимые нагрузки. Аскель, думаешь о том же, о чем и я? Если ты думаешь о том, как бы ее скинуть со стола и посмотреть, как высоко она подпрыгнет, то да. Погнали. Готов? Раз, два, три. Да, хорошо, но мало. У нас крыша 6-метровая. Время для экспериментов.
Что мы знаем о ноже Арагорна? Что он с одной стороны ковался эльфами Лориена, а с другой стороны проектировался и ковался реконструкторами средневековой Европы, причем именно такими, что привыкли держать в руках копии исторического оружия. И вот мы зарылись в источники, выискивая в истории Земли некие аналоги этого ножа, чтобы они были в той же степени достоверны, как мечи эпохи Венделя, достоверно воплощенные в клинках Рохана. С привкусом Средиземья, конечно. Вначале, по совету экспертов на фан-форумах, мы погрузились в глубины арабского и индийского клинкового оружия. Кханда и Кхукри, Бебут и Шамшер слишком отдаленно, не похоже. И тут мы наткнулись на мнение, что авторы вдохновлялись японской и китайской стилистикой оружия и смотрели вариации дао, нагинат, багуадао. И некоторое странное сходство форм привели тут нас к мысли, что куда бы мы ни шли в поисках сходного абриса клинка, мы все время приходим к любимой нами форме ножа Боуи и в итоге к датскому саксу. Но мы честно продолжали искать. Пока не нарвались на прямую цитату от того же Джона Хоу, что они просто представили себе самураев в стиле арт-нуво 19 века, ориентируясь на работы Гектора Гиммера. Ну да, он архитектор, но красота-то какая. Ну что ж, я отковал примерную форму клинка. Здесь еще предстоит много работы по слесарке. И я специально оставил вот этот ровный срез. Почему? Потому что спуски будут вогнутой линзой, а для того, чтобы выточить ее по всей длине, Аскелю нужен вот этот хвостик в качестве опоры. Он попросил его оставить. И сейчас заготовка остынет, и я ему ее передам. Так, Аскель. Держи, это тебе на слесарку. А еще тебе подписчик просил передать. Ну, примерь, что ли? Царь во дворца, царь во дворца. Это ж получается, я теперь король шкур, герцог Шкурилла, князь Шкурочный, дюк фон Шкуров. Ну и оставайся здесь в своем шкурном королевстве, повелитель шлифовалки. Мы грубо отконтуровали клинок, и сейчас надо заняться спусками. Как видите, у клинка нет острия. Этот кусочек нам потребуется для того, чтобы сделать по всей длине вогнутый спуск. Делать мы его будем на колесе при помощи вот такой вот нехитрой приспособы.
мы будем опирать спинку клинка в упор, после чего проводить клинком по колесу. А данный кусочек нам потребуется для того, чтобы сделать равномерную заточку по всей длине. После того, как спуск будет закончен по всей длине, мы его отрежем и закончим клинок. People are strange when they're a stranger. Faces look ugly when they're alone. Прикольно. Пойду Аскелю покажу. Мы отрезали опорную часть, она нам больше не понадобится. У нас есть теперь абрис и бортик, благодаря которому мы сможем работать уже без приспособы. Сейчас нам надо сделать вогнутый выпил на острие клинка, после чего в процессе шлифовки плоскости здесь мы сделаем еще один вогнутый спуск. Наш клинок остыл, переходим к финишной слесарке. Что ж, наш клинок имеет почти финальную форму, его еще нужно отполировать, но прежде чем это делать, на него нужно нанести гравировку. Для этого я передам его Андрею, и сейчас он вам расскажет, как он будет это делать. Все понятно? Отлично. Андрей хотел вам сказать, что мы будем делать гравировку по старинке, то есть ударными штихелями удалять излишки металла, которые предварительно нарисуем вот эту вот надпись, чтобы она не значила. И, собственно, ударами молоточка будем вырезать материал из клинка. Таким образом получим гравировку. На эскизе все было просто великолепно. С одной стороны, на клинке синдарином написано Good Dead Helot, то есть враг царства Моргота, или враг Мордора, но для тех, кто не читал Сильмариллион. А при просмотре фильма внезапно обнаружилось, что надпись двусторонняя. И не просто двусторонняя, а зеркальная. Гениальность изготовителей тут же подскочила в разы. То есть, с другой стороны, надпись нечитаема. Никак. Даже на волшебном мордорском наречии. Хотя очень хотелось. Хорошо.
Но эти люди реконструкторы, у них точно была какая-то стратегия, и они ее придерживались. Ладно, есть арабские и испанские молитвенные клинки 15-18 веков с прорезным узором. Их мало, там только символы прорезные, а надписи односторонние. Но пусть. Тогда это логично, тогда мы предположим, что эта неглубокая гравировка должна знаменовать собой полностью прорезную надпись, но это гравировка. Когда накал Андрюшиного верхнемордорского тезауруса достиг апогея, мы просто сели и написали Питеру Лайону. Если он нам ответит, мы обязательно расскажем вам об этом, наши дорогие подписчики. А пока делаем по источнику, то есть как в фильме. У них же была стратегия. Ну что, настал момент сделать ручку. Андрей, просвети наших зрителей, как же она будет делаться. То есть по этому макету мы берем бук, выпиливаем, соответственно, рукоятку, разрезаем ее пополам, делаем 2 стакана больше и меньше, меньше одеваем на эту часть, больше на эту часть, склеиваем все на место и собираем. А, ну так это меньше из зол. Я сейчас пойду припоя сварю. Нужна цветнина. Аскель, и запомни, это кольцо нельзя просто так взять и потерять. Не помню, откуда оно у меня. Для этого нам потребуется бура. Что, ждали шутку про буру? Нет, ее здесь не будет. Да из чего ж ты сделано? Ха! Изи! Для начала мы расплавили найденную цветнинку и добавили туда немножко цинка. Сейчас температура плавления здесь понизилась, и нам надо это раскатать уже в припой. Как мы это будем делать? Мы будем отжигать горелкой, студить в воде и катать через вальцы. Как из крупной капли получился тонкий лист. Значит, мы использовали для этого вальцы. Что такое вальцы? Это система двух валов, которые при помощи винта могут двигаться. Соответственно, мы постепенно подкручивали винт, уменьшали зазор между валами и при помощи ручки раскатывали, соответственно, это в тонкий лист.
Спасибо вам, мастера, за клинок отличный. Теперь пришло нам время в путь собираться, чтобы это кольцо злосчастное уничтожить. Кстати, где оно? Ну, тут такое дело, я его сломал. Но вы не переживайте, мы, чтобы загладить свою вину, сделали вам точно такое же. И во избежание подобных ситуаций еще 2. Кстати, если вам понадобятся еще кольца, вы можете приобрести их по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки, а также писать в комментариях, что нам сделать в следующий раз. Напоминаю вам, что те, кто хочет поддержать наш проект, лучшая помощь – это приобретение в нашем магазине. Но также под видео есть ссылка на донаты. Еще раз большое спасибо за просмотр, до новых встреч!